Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы снова с вами продолжаем с нашим специальным гостем. Кто ты у нас? Как ты к нам дошел? Что вообще ты за человек? Ну, вы пригласили меня и сказали, нужно выдать тайну, как оно работает, как они работают, там механизмы на Твинбе, на Тиндере и в реальных знакомствах, и к чему это может привести. Да, потому что является человеком с высоким желанием к коммуникациям, и поэтому он пробовал их разными способами налаживать, да, и у него были и ошибки, были и взлеты, и есть разный опыт. Именно поэтому мы пригласили этого человека, так как он не стесняется говорить на эту достаточно интимную, сокровенную тему, и мы очень ценим за его искренность, и надеемся, что вы тоже это оцените. Сегодня мы говорим о том, как же потратил более 1 миллиона рублей на девушек, при этом остается не женат. Мы можем это тоже отметить, Рамир. Да, и вопрос у меня, этот 1 миллион был потрачен в первый же день или за какой срок? Когда все зависит от количества денежного потока, чем больше денежный поток, тем больше он тратится туда. Кстати, я вот знаю такой момент интересный, как будто бы чем больше тратишь на женщину, тем больше ты зарабатываешь. Есть такая корреляция? Нет. Честный разговор. Это все придумали женщины, понимаете? Это вот тайную схему вообще манипулирования придумали женщины. Как же так вышло? Расскажи нам, пожалуйста. Что именно? Как я потратил девушек? Девушек тоже. Бывает такое, что давайте, пацаны, это, наверное, будет к мужчинам обращаться. К примеру, вы знакомились, так сказать, со второсортными девчонками. Не хочу никого обидеть, но все-таки, если бы не было самых красивых женщин планеты, у нас не было бы такой вещи, как модельный бизнес. Что ты подразумеваешь под словом второсортные женщины? Да, нам очень интересно. Как говорится, идешь и смотришь и думаешь, батюшки, какой же это крокодайл. И ты такой смотришь, и там рядом идет просто какой-то вообще прям ухажер, который там вот прям рядышком. Второсортные это женщины, которые никогда не попадут в модельное агентство. Подожди, например, я считаю, что я никогда не попаду в модельное агентство по понятным причинам, потому что мой рост равен 160 сантиметрам, но при этом я не делю женщин на сорта и считаю себя, без деления к сорта, но все равно я считаю себя достаточно красивой. Моя хорошая, несмотря на твой, так сказать, рост, ты просто рождественская елка на сегодняшней передаче. Спасибо большое. Значит, второсортные это девушки, которые по вкусу ему не подходят, скажем так. Да, а есть просто элита красоты, просто царит, ты смотришь и думаешь, вот это звезда, вот это луна. Так, смотри, а вот это еще вопрос, это объективный какой-то взгляд на женщину или как? Потому что у всех у нас свой вкус, и не обязательно женщина должна быть, знаешь, модельной внешности, чтобы она тебе понравилась. То есть я как человек визуал, просто я прям люблю глазами. И, то есть есть определенный типаж, стандарты, да, внешности, да. И если я там возьму некоторых там мужчин там и скажу, слушай, как тебя, и я вижу, когда слюня течет у мужчин, я понимаю, что это эталон. Но многие мужчины, когда как-то каким-то образом, волшебным, не волшебным, знакомятся вот с такой, так сказать, красоткой. Это получается первосортные. Если у нас есть второсортные в твоей классификации, то есть и первосортные, правильно? Это и даже первосортных нельзя назвать, это уже просто вишенка. Сколько сортов? Сколько сортов вообще, да? 5 категорий. Вот. И, соответственно, когда, допустим, молодой человек знакомится вот с такой красоткой, он думает, что вот для того, чтобы вот удержать такую красотку, нужно что-то. А разве это не так? Это очень такой тонкий момент, потому что, бабки по любасу нужны. 100%. Вести себя как мужчина он должен как с бабками, так и без бабок. Смотри, ты говоришь вести себя как мужчина. Но вот специально в нашей передаче сегодня 2 мужчины, потому что мужчины бывают разные, люди в целом бывают разные, и ведут себя они по-разному абсолютно. Именно поэтому что ты вкладываешь конкретно в это? В понятие мужчина? Понятие вести себя как мужчина. С точки зрения мужчина, вести себя как мужчина, это 100% быть охотником. Вот просто настоящий мужчина должен ловить мамонта.
Ну, то есть он должен добывать, он должен достигать, он должен вот что-то вот с кем-то постоянно воевать для того, чтобы эту добычу приносить к себе в хижину. И чтобы женщина была рада. И как же ты добыл миллион и потратил их на девушек? Вернемся к этой теме. Если в твоей жизни вот всегда будет эталон красивых женщин, ты к этому очень быстро привыкаешь. На низшую иерархию ты никогда уже не спустишься. Вот. Но для того, чтобы быть, так сказать, добытчиком и охотником для эталона, нужно пройти определенный тоже тренинг. Знаешь, как он называется? Нет. Потрать 500 миллионов рублей ежемесячно на самых дорогих эскортниц. Такой существует тренинг? Это реально тренинг или это ты сейчас придумал? Или это ты начинаешь? Да-да-да, это реклама тренинга. На многих тренингах, на мужских тренингах, вот когда вот, чтобы мужчина не плыл в тот момент, когда вот он просто увидел красотку по какой-то там, так сказать, вообще предопределению судьбы он с ней встретился, чтобы мужчина не плыл, ему нужно сначала вообще, то есть понять, что этот мужчина может быть достоин самых-самых-самых лучших женщин мира. Я поняла. То есть путем того, что мужчина идет к эскортницам, жрицам любви, назовем их так, К самым лучшим, не вот к этому всему. он понимает, что он их достоин. Опыт просто. И в этот момент ты понимаешь, когда ты приходишь к ним, не к своей жене, не к своей девушке, и они тебе говорят: о мой господин, ты, наверное, сегодня устал. Расскажи, как прошел твой день. Снимай свои ботинки, снимай свои штанишки, ложись. И вокруг ароматы, подсветка, красота. И ты понимаешь, и ты ложишься просто как падиша. Мы не рекламируем эскорт, если что. Ну смотри, а неужели после того, как мужчина пообщался с жрицами любви за деньги, он считает, что он достоин? В чем достоинство? Ведь он просто их купил. Ну то есть от того, что я купила себе дорогую пару обуви, это же не значит, что теперь я не могу купить дешевую пару обуви. Вообще, как это связано? Да, Я не вот понимаю. Это же одно дело, когда он познакомился с девушкой, которая, ну, по твоим словам, первосортная, которая, ну, давайте я внесу свое понимание, которая по вкусу ему внешне, по вкусу ему в общении, которая эрудированная, такая самодостаточная, имеет деньги. Познакомился он с ней, она в него влюбилась, и он понимает, что он достоин и таких девушек. Другой вопрос, когда он пришел к девушке, у которой есть услуга, она ее оказывает населению по каким-то причинам, да, собственным, и ты просто воспользовался этой услугой. Это о себе вроде не говорит ничего. Как ты думаешь, Радмир? Я тоже думаю, дает ли это тебе уверенность, что вот все, у тебя в следующий раз должна быть только еще лучше. С чего это, да, вдруг? Да. Сравню это с покупкой машины. Да, возможно, следующую машину я захочу не ниже рангом, но я же ее купил, я же ее там, как ты говоришь, охотник там не добыл, не достал. Я пошел ее купил. Так же и женщину я могу пойти докупить. Да, охота. Да. Тут ты тоже заметил, Да, что охоты ты тут. говоришь про охоту, но мы не видим тут элемента охоты. Мы видим, вот я плачу, а вы нам давайте. А есть такая функция у этого стульчика, функция лифта? Я такой ушел из кадра. Нет, ну то есть мы хотим понять, это в том и суть же нашего обсуждения, дискуссии, да, потому что твой взгляд как обывателя, наш взгляд как обывателей, мы тут никто не эксперты в этой области, да, хотя мы можем быть экспертами в разных отраслях, но этот вопрос житейский, и в нем экспертом быть невозможно, поэтому мы и выносим на обсуждение, потому что я не вижу охоты, Радмир не понимает этого пока вообще. Я пытаюсь как-то со зрителями коннект наладить, чтобы было хоть какое-то понимание. Подраскрой, в чем тут заключается? Во-первых, не каждый мужчина может позволить себе тратить там по 500, по миллиону рублей в месяц вообще на там, 20 вообще разных женщин. Подожди, но важный момент. Также сразу хочу внести ремарку. Мужчина может потратить эти же деньги на покупку какой-то машины себе. Например, 3 месяца он не снимает девушек, Значит, у него есть машина. но он может купить себе еще одну машину. Это тоже повышает статус в глазах людей и дает им уверенность. Разный эмоциональный фон. Эмоциональный фон машины один, эмоциональный фон женщин другой. Вот, например, я не хочу себе вторую машину. У меня хорошая первая машина. Просто иногда хочется, извиняюсь за выражение, вы запикаете, наверное, это слово, да? Скорее всего. И не хочется вообще проходить вот этот путь
Привет, привет, как дела? У меня есть цветочек. Мы пришли к самому интересному. Пошли. Неохота проходить путь, где ты знакомишься с девушкой, Да, ухаживаешься, да, и ты да. сомневаешься, не знаешь, получится ли. Просто хочется в моменте сразу получить вообще Физическую близость. не физическую близость, и внимание, и близость, там вообще все. Наслаждение. Наслаждение. В Да. этом плане это сокращает весь этот промежуток, но при этом нет ли, я просто уточню, как, возможно, многие женщины об этом думают, нет ли тут такого момента, что вот этот промежуток и есть самое главное. Поделюсь своим мнением как женщины, да, и те взаимоотношения, которые у меня были с мужчинами, они именно ценны, наверное, в большей степени. И вся эмоциональная близость, коннект устраивается вот в этом периоде, когда ты не знаешь человека, когда у вас происходит знакомство, и вы понимаете, да, что у вас есть что-то общее, загорается некоторая искра, и на нее в моем случае, как и в большинстве случаев женщин, нужно какое-то время. Понимаешь, а если мне бы просто, предположим, что я даже лице любви мне заплатили, и я делаю какие-то услуги, там ведь нет ничего, кроме моего тела. И разве в этом есть какая-то особая ценность? Мне кажется, мастурбация существует примерно того же самого, разве нет? Многие мужчины считают, и женщины считают, что там нет вот этого всего, нету энергообмена. Еще кто-то всякое дурачье накидывает пуху и говорит то, что из тебя высасывают энергию и так далее. Я слышала об этом много раз. Вот. И поэтому, прежде чем так бросаться словами, Нет, ну просто это просто диспут. Это диспут. можно сначала, как говорится, и давай как бы думать то, что эскорт это не просто как бы ты купил человека за деньги и сразу получил Ага. удовольствие. А сколько девочек обычных гражданских работает? Гражданские. Гражданское население, вы где? Учительницы. Так, учительницы, да бабушки, все работают. Да, на Есть любителя. пособие, у них все есть. Понятное дело, что работают, но этот вопрос касается некоторых еще эмоциональных аспектов, на мой взгляд. Я знаю людей, кто занимается этой деятельностью. У меня есть такие клиентки, и есть такие люди из знакомых, девушки, кто представляет обратную сторону. И почти всегда там есть проблемы в употреблении наркотических средств, алкоголя и в больших количествах. И в основном, кстати, эти деньги все на это и уходят. Либо на то, чтобы какого-то мужика потом, который будет им уже приятен, отдать ему все эти деньги, которые она заработала с тем, кто ей не был приятен, потому что такая пустота в душе, такая рана на сердце, когда ты делаешь это с человеком, который тебе не интересен и не близок, поэтому я не могу сказать, что это все очень просто. Может быть, для мужчины, который пришел, купил, охотник и получил, в этом есть. Но для девушки я хочу сказать, чтобы вы не обманывались, что, пойдя в эту сферу, вы станете первосортными красотками, которые будут получать миллионы. С этим подарок придет испорченная психика. 100%. Ты согласен с этим? Психика будет испорчена 100%. У тебя были связи с такого рода людьми, У которых испорчена психика, которые в этой сфере занимаются и от этого пострадали? мне кажется, там все очень многие страдают, потому что не бывает такого, что приходит какой-то вообще там мужчина, с которым просто идет вообще коннект. Ну, то есть у меня не с каждым идет коннект, то есть я могу так заплатить чек и через 10 минут выйти. Почему? Ну, потому что я понимаю, что это не мой человек, не мой энергообмен, все не то, короче. Я могу за вечер проехать 10 пунктов, заехать в каждый, посмотреть по 5, по 8, короче, так сказать, наложниц или там массажисток, и понять, что это не мое, и просто вернуться домой. И ты это имеешь в виду, что для них ранит этот отказ или... Нет, ни в коем случае. Я говорю то, что бывает такое то, что эскортница встречает своего клиента. И вот тогда, не могу назвать это любовью, но гармония, коннект, энергообмен, хи-хи-ха-ха, просто весело, здорово, задорно и так далее. И потом этот человек, этот клиент уходит, и приходит пузатый бегемот, который как раз-таки ломает психику. А за ним приходит еще другой пузатый бегемот, и еще. И получается от того, что она получает коннект с кем-то одним, и ей хорошо, это все, по сути, ну, то есть, что-то немного, плюс 1, минус 30. Да. Но когда, допустим, каким-то к своим девочкам прихожу я, они в восторге, они радуются, они знают, что будет сейчас весело, хорошо, комфортно и так далее. Радмир, а можешь, пожалуйста, нам сказать с точки зрения, да, мужчины, это, конечно, будет интимный вопрос, когда-нибудь обращался ли ты к услугам девушек за деньги? Это было не просто смело, это было пи***ц как смело. Я нет. Почему? В моей жизни не было таких моментов, наверное, когда я хотел вот просто здесь и сейчас получить
наслаждение. Если я даже хотел получить такое наслаждение, у меня были какие-то знакомые девушки одинокие. В основном одинокие. Да, в основном одинокие, которые бы не против были там нашей встречи. А почему, в чем для тебя была разница? Ну, то есть, почему ты выбирал встретиться с знакомыми, а не обратиться вот по... Наверное, чувствовал больше искренности и больше желания увидеться, нежели... Да, я понимаю, что, о чем говорит, абсолютно понимаю. Это знаешь как? Они получали, кроме того, что ты им действительно нравишься, они еще получали дополнительные деньги. И мне кажется, вот такой двойной профит. Многие приезжали ко мне бесплатно. И вот, видишь, и такое. Просто так. Многие приезжали просто ко мне переночевать, поболтать. Просто так. Не обязательно, как бы, ну, есть. Есть любовь в эскорте! Есть искренность там. Есть! На самом деле, девчонки очень хорошие. Ну, то есть, я по-настоящему их ценю со всеми, с кем я был. Они кайфовые, они задорные, они веселые, они душевные. И просто вообще с ними по кайфу. А смог ли бы ты в дальнейшем, например, связать свою жизнь с бывшей эскортницей? В контексте семьи. Да, в серьезных уже отношениях. Да? Да? Да. Тебя бы не остановил ее некоторый бэкграунд? Я думал об этом вопросе, потому что есть, ну, понимаешь, как тебе сказать, вот человек был в моменте таким и стал каким-то другим, лучшей версией себя, да, и у него есть вот это прошлое. Я сам, как говорится, не с небес вообще на гору упал, да, ангелы меня не опустили, так сказать, на гору, вот. Есть, так сказать, свои там минусы и так далее. И если каждый раз кто-то мне там показывает, а ты был таким, а ты был таким, а ты был таким, сяким, другим, короче, да, то есть человек как будто бы всегда может находиться в прошлом и думать, что он никогда не станет каким, как бы, ну вот все, как будто бы на нем клеймо. Это ведь так? Да. А у человека есть еще там, я не знаю, 50, там, 70, 100 лет жизни для того, чтобы кайфовать дальше по жизни. У человека просто в определенный момент жизни это не случился вот такой опыт. Будь то это массажка, будь то это эскорт и так далее. Или вебкам тоже. Или вебкам, да. И, соответственно, у любого этого человека, у каждой этой девчонки, массажистки, эскортницы есть хорошее будущее. Пусть они все знают, что это не бремя, это не тяжелое бремя, это просто какой-то определенный опыт. И самое главное, чтобы мужчина, который встретился на их пути, знал, что такой опыт будет. Потому что если мужчина будет в неизвестности, и потом он узнает, скорее всего, там будет либо развод, либо разлук и так далее. То есть ты Поэтому, имеешь в виду, чтобы искренне она говорила о том, что у меня такой опыт был? да. И, соответственно, если мужчина взрослый, осознанный, и он понимает то, что, как говорится, разный опыт люди проживают, и он берет ее с таким опытом, тогда это будут хорошие. Возможно, ну, как бы это будут отношения, хорошие или нехорошие, это уже они будут строить сами из своих, так сказать, парадигм и так далее. Но так или иначе, это будут честные отношения, у которых есть право на классное будущее. А скажи, вот этот взрослый, осознанный мужчина, он сделает ли он такой вывод, что да, вот у него какое-то прошлое, но это прошлое оставило какой-то след и какой-то опыт. Любой опыт наш в жизни, он оставляет след. Ну, как минимум, он будет офигевать, с какой жрицей он спит изо дня в день. То есть это положительный аспект. И это положительно. Вот и плюсы. А из минусов ты минусов особо не видишь? Минусы как бы определенные есть, но человек, который берет к себе в жены данного человека, должен быть совершенно вообще, то есть, ну, как бы он настолько должен быть глубокий, И уверенный в себе? уверенный и осознанный и так далее, потому что к нему, возможно, кто-то придет когда-то из окружения и скажет, слушай, а вот там твоя жена, там ты, он скажет, блин, да, братан, я знаю. Знаешь, как прикольно с ней. И в этот момент он не должен говорить, блин, ну там, он не должен... Да это не она, да это не она вообще, это не она была. Смотрите, прикольный момент, хочется просто его осветить для зрителей. Я спрашивала у своих друзей парней, и мы бывало обсуждали с клиентами, которые обращались ко мне как к психологу, потому что они встречались с девушками, которые были причастны к индустрии секс-услуг за деньги. И гораздо проще люди относятся к вебкаму, чем, например, к эскорту. Из всех, кого я спросила, почти 99%, вот реально, вроде как один человек только сказал, что его бы это смутило, остальные приняли бы прошлой девушки в вебкаме, хотя оно там тоже достаточно может быть насыщенным разными странными, необычными, несуразными моментами. Это так и есть. Но когда мы говорим про эскорт, большинство были категорически против, потому что они говорили про реальный
физический контакт. Хо-хо-хо. Я говорю про тех, кого я спросила. Я не говорю, что это все. Я просто удивлена тем, что почему-то к вебке относятся гораздо проще, чем к эскорту. И я хочу узнать у вас, как вы думаете, почему? Потому что некоторые мужчины вбили себе в голову, что вебка – это что-то скромнее, это что-то безопаснее, это что-то такое, что не проходило там 100 мужчин там, и так далее, не касалось ее тела и так далее. И они убедили себя, да, в том, что это как будто бы нормально, да. Хотя, как сказал мой один друг, все женщины гангстеры, никогда им не верят. Вау! А ты как думаешь, почему к вебке относятся проще? Я думаю, знаешь почему? Что уж греха таить, мы все любим иногда там побаловаться и с своими вторыми половинками и так далее, что-нибудь скинуть такое пикантное, этакое. И поэтому, когда ты видишь это постоянно, ты к этому, возможно, проще относишься, что ну да, где-то она кому-то там скидывала. То есть это Да. более бытовой момент. Ну, мнение Радмира интересно, пишите обязательно свой, кстати, комментарий, мне очень интересно, Да, что почему. он имел в виду. Да, что он имел в виду и как относитесь вы? Есть ли для вас разница между вот вебкам, эскортом и вообще как бы отнеслись к такому прошлому у девушки? Было бы у вас какой-то негатив или нет? Позитив. Или позитивно. Я понимаю, о чем ты говоришь на самом деле. И реально понимаю. И о чем ты говоришь, тоже понимаю прекрасно. То есть мы можем испытывать разные чувства. Но, знаете, такой вопрос мне хочется, да, задать себе еще очень интересно. Ты свободен. И мне хочется задать вопрос. Вот после такого общения, после такого опыта с девушками, да, нет ли определенного наложения на твою личную жизнь? Мы раньше говорили про них, про их последствия. Ну, хочется узнать, в твоей жизни есть ли последствия общения с такого рода девушками, и не связано ли это с твоей холостостью сейчас? Как ты думаешь? Нет ли такого, что, забыв про вот этот путь, ты забыл, что он доставляет определенного рода удовольствие? В моменте бывает, накрывает волнами, хочется вот этого мими, вот это па-па-па. Что-то похожее на любовь, типа. Да, моментами бывает. Но не всегда. Но ты не считаешь, что на тебя это нанесло какой-то негативный... Я считаю то, что мне это дало тут вообще еще один прикольный опыт. Именно опыт, и мне от этого комфортно. То есть я не сижу и не страдаю голодом. Нет ли сложности после того, как ты привык? Это просто, знаете, я хочу подчеркнуть, что очень сложно, например, наркоманам и алкоголикам после того, как они освобождаются от своей зависимости, получать удовольствие от обычных вещей. Как, например, диалог с друзьями, запись видео на YouTube, которые сейчас вызывают у нас эмоции. Но у человека с химической зависимостью эта эмоция практически не вызывала. Или там встреча с девушкой, катание на катамаране, там в парке прогулка. Ну, ерунда, скучно, неинтересно. Просто потому, что он привык сразу получать большую дозу положительных эмоций. Сразу переходить к И я финалу. про это говорю про тебя. Не наложилось ли это на твоей личной жизни, потому что ты привык, что девушка сразу готова, она сразу мой господин, потому что в обычной жизни, где девушка не берет деньги, она тебе сразу не скажет, что ты мой господин. Ты же это понимаешь. Где мой король? Где мой король? Да, этих фраз сказано, скорее всего, не будет. Вот я про что? Я человек эмоциональный. Это, ну, то есть эскорт, массажки, это одна чаша эмоций. Знакомство, твинби онлайн, это другая чаша эмоций. Прикольное времяпровождение, цветочки, букеты и так далее, это другая чаша эмоций. Радмир, Поэтому у всего у этого, так как я человек эмоциональный, иногда мне хочется вау-вау, вот этих ощущений, иногда мне хочется ми-ми-ми-ми-ми, иногда мне хочется, блин, как кайфово и так далее. То есть я вот постоянно вот в этих каких-то вот качелях. И они мне нравятся, мне от них комфортно. То есть я хожу и говорю, нет. Я поняла, да. Но если вы, дорогие друзья, попали в ситуацию, где вы чувствуете, что эмоции достигаются у вас лишь таким способом, когда вы покупаете любовь или интимную близость за деньги, или вы попали в другой вид зависимости, да, например, от партнера одного, когда вы бьете закрытую дверь, и вас уже все отвергли, но вы все равно продолжаете, то это большой повод задуматься, не стоит ли пойти в терапию, которую я, кстати, провожу. Снова небольшая реклама. Может быть, они спросят у тебя про тренинги какие-то? Или про контакты прямые. Радмир заинтересовался.
Давай под финалочку расскажи нам какую-нибудь яркую, самую запоминающуюся историю, запоминающуюся твою встречу. Может быть, в негативном ключе это будет даже более интересно. Не, вы что, угораете, что ли? Нет, я прихожу, я совершенно нормальный в этом плане, то есть мне, как говорится, никакие там извращения не нужны. Но что рассказывают девочки про своих клиентов, и это просто вообще трэш. Каждый из вас одевает маски, товарищи, в социальной жизни, на работе, на учебе и так далее. Но настоящие вы находитесь именно там, когда запирается дверка изнутри, когда эскортница говорит, что ты, хозяин, желаешь. И мужчины бывают разные. Кого бахают стропоном, кому просто вот так руку засовывают. Тебе так делали? Мне так, упаси. Тихонечко спросил. Тихонечко вообще, да. То есть там столько различных прикольных Откуда историй. ты узнал? Тебе рассказали девушки? Я люблю слушать истории. Истории очень увлекательные, очень интересные. А если вы любите слушать интересные истории, обязательно подписывайтесь на наш канал и смотрите очередные ролики. Да, спасибо тебе большое. Поделитесь своим мнением в комментариях. Также можете писать темы, которые вы бы хотели разобрать. И мы обязательно будем реагировать на вашу обратную связь. Будем на связи. Пока-пока. Пока-пока.